Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим торт «Медовик». Поделюсь с вами кое-какими секретами, благодаря которым вы приготовите сочный и вкусный торт. В конце разрежем его, попробуем и посчитаем себестоимость. Друзья, под одним из прошлых видео было много благодарственных комментариев по поводу рецепта шоколадной глазури. Я очень рада, что смогла помочь вам полезными советами. А в новом выпуске шоу «Теперь я босс» можно получить еще больше полезной информации о производстве шоколада и о том, как этот бизнес устроен. Суть в том, что два управляющих крупного и малого бизнеса одной сферы на 3 дня меняются местами. Елена, теперь я ваш босс. Офигеть! Таким образом они прокачивают бизнес друг друга, внедряют новые идеи, доказывая тем самым всей стране, что они лучшие в этом деле. Новая серия полностью посвящена кондитерскому бизнесу. В этом выпуске большой босс компании Конти будет прокачивать маленькое производство шоколада в Костроме. Что это? Где я? Я для себя почерпнула несколько полезных советов и интересных идей. Давайте мы сначала посмотрим, что мы имеем, и попробуем разобраться, что нам нужно добавить для продвижения. В общем, выпуск получился очень интересным. Обязательно переходите по ссылке и посмотрите, что в итоге из этого получилось. Пишите в комментариях о ваших впечатлениях и подписывайтесь на канал «Теперь я босс», где очень много интересного для предпринимателей и тех, кто мечтает начать свое дело. Для теста нам понадобится 100 грамм меда, 400 грамм сахара, 200 грамм сливочного масла или маргарина, 2 чайные ложки соды. Отправляем эту массу разогреваться в микроволновку примерно на 1 минуту. Достаем, перемешиваем все и еще раз отправляем в микроволновку на 1-2 минуты. Нужно, чтобы сода погасилась и появилась вот такая пенка. В горячую массу добавляем по 1-4 яйца и сразу же перемешиваем, чтобы яйца не сварились. Добавляем 600 грамм муки, перемешиваем. На весах я отмерила еще 200 грамм. 100 грамм пошло в тесто, а остальное я оставила для раскатки. Вот такая консистенция нам нужна. Тесто не должно быть плотным. Когда оно остынет, немного загустеет. Накрываем пакетом в контакт и оставляем примерно на 1 час для остывания. Теперь займемся кремом. В кастрюлю добавляем 350 грамм сахара и 400 миллилитров молока. Отправляем кастрюлю на огонь до закипания. В чашку отмеряем 300 грамм молока, туда же отправляем 5 желтков, перемешиваем венчиком. Отмеряем 80 грамм кукурузного крахмала. Я использую именно его, потому что в отличие от картофельного крахмала, он не имеет привкуса и дает более вязкую текстуру. Добавляем крахмал к молоку с желтками и перемешиваем венчиком. Немного ванилина. Выливаем эту смесь в закипевший молочный сироп.
Теперь, не отходя от кастрюли, все время перемешиваем. Если оставить хотя бы на полминуты, заварная масса может пригореть, прилипнуть ко дну. Снимаем с огня и продолжаем перемешивать еще несколько минут, так как масса может прилипнуть ко дну. Вот такая консистенция должна получиться. Накрываем крем пленкой в контакт и оставляем охлаждаться. Отмеряем в чашку 250 грамм сливочного масла и слегка взбиваем миксером. Частями добавляем охлажденную до комнатной температуры заварную массу и перемешиваем миксером. Вот такой крем получается в итоге. Остывшее тесто я не разделяла на части. Просто от общей массы отделяю небольшую часть, обваливаю в муке и раскатываю ее. Вы же можете разделить все тесто на 8 частей. Раскатываю тесто и вырезаю крышкой. Диаметр ее 26 сантиметров. Остатки теста убираю и отправляю назад в крышку. Отправляем корж в духовку выпекаться при температуре 200 градусов примерно 5-7 минут. После того, как достали корж, сразу же, немедля, пока он горячий, слегка приминаем его. Я это делаю дном от разъемной формы. Так корж будет иметь одинаковую толщину и в центре, и по краям. Не забываем очищать коврик от прилипшего теста. Делаем то же самое со всеми коржами. Приступим к сборке торта. Еще один небольшой секрет сочного и вкусного медовика заключается в пропитке коржей. Я приготовила сахарный сироп. На 250 мл кипяченой воды добавляю 2 чайные ложки сахара. Слегка пропитываем корж. На подложку наносим немного крема, чтобы зафиксировать торт. Кладем первый корж. Покрываем кремом. Пропитываем следующий корж и отправляем на торт. Так делаем со всеми коржами. Пропитывать можно с помощью бутылочки с пульверизатором. Такой торт можно хранить в морозильной камере до месяца. В прошлом году, за месяц до дня рождения, я решила поэкспериментировать и заморозила его. Вкусовые качества у торта совершенно не изменились. Он не имел никаких посторонних запахов. Но имейте в виду, для торта нужна щадящая разморозка. То есть делать это нужно в холодильнике.
Вот столько крема я оставила для того, чтобы промазать торт снаружи. После того, как полностью собрали торт, накрываем его пакетом и отправляем в холодильник охлаждаться на 4-5 часов, лучше на ночь. Прошла ночь, покрываем бока и верх торта оставшимся кремом. Еще одна подсказка. Некоторые зрители пишут: белково-заварной крем был плотный, нанесли на торт, поставили в холодильник, и через несколько часов крем начал сползать. Друзья, если вы собираетесь украшать торт белково-заварным кремом, то покрывать его масляным, как я это делаю сейчас на видео, не нужно. Наносить белково-заварной крем нужно на торт без крема. Белково-заварной крем не дружит с жирными кремами. Имейте это в виду. У меня остался один небольшой корж. Я из него сделала крошку и обсыпала торт. Корж я просто потерла на терке. Теперь покажу, какой торт получается в разрезе. Торт разрезается как мягкое сливочное масло. За счет сиропа коржи получаются влажные, но не мокрые. Медовик получается сочный и очень вкусный. А теперь посчитаем себестоимость. 150 грамм меда – это примерно 100 рублей. 9 яиц – примерно 80 рублей. Масло или маргарин – 100 рублей. Сливочное масло для крема 250 рублей. Молоко примерно 70 рублей. Сахар 50 рублей. Мука 50 рублей. Сода и ванилин 10 рублей. Крахмал 10 рублей. Итого 720 рублей. Столько стоит торт весом 3 килограмма 200 грамм. Округлим эту сумму до 1000 рублей. На амортизацию техники, воду, электричество и тому подобное. То есть килограмм настоящего вкусного медовика будет стоить 315 рублей. Продают такой торт минимум за 600 рублей килограмм. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!